Всем привет! С вами Алекс Моторный, на связи Харьков. Периодически знакомлю вас с событиями, происходящими в городе, с новостями разной интересной информации. Вас прошу всего лишь поставить лайк для продвижения видео и подписаться на канал, если вы еще не сделали это до этого момента. Друзья, этот видеоматериал уже готовился к публикации, и я хотел вам рассказать, как Харьков готовится к новогодним праздникам, как украшают и готовят к ним город, ряд других не менее важных и интересных новостей. Без политики, без тревожных новостей. Но снова Российская Федерация обстреляла кабами Харьков, и выпуск пришлось подкорректировать новостями об оперативной обстановке в городе. Менять я ничего не стал, но расскажу обо всем по порядку. Начало ноября, но украшать Харьков к Новому году начали уже сейчас. В центре города планируют создать 4 праздничные локации. Это снежинка возле зеркальной струи, олень Ухнатоба, фигуристы в саду Шевченко, а также Санта на месте сухого фонтана на площади Свободы. Часть декораций на балансе коммунального предприятия «Центральный парк», а часть коммунального предприятия «Харьков-Зеленстрой». Новогодний олень известен харьковчанам, так как был на многих городских локациях во время новогодних праздников. Олень – это одна из декораций, которые пострадали во время прилета по ангару, где хранились новогодние украшения всего города. Из 100% того, что там хранилось, лишь 7% удалось сохранить. Это Санта-Клаус, всем известный, и этот олень. Он был раздавлен. Его буквально собирали по частям. Так что будут использовать праздничный декор, купленный до войны и восстановленный после прилета. Пресс-секретарь Харьков-Зеленстрой Ирина Сайко утверждает, что ни копейки из городского бюджета в этом году на новогодние украшения не было потрачено. Монтаж коммунальщики рассчитывают завершить до конца недели. А засиять декорации должны ко Дню Святого Николая. Включать инсталляции будут, если не будет проблем со светом, а сами огоньки энергосберегающие. Идут праздники, и харьковчане имеют право на эти праздники. У всех есть дети. Мы живем в многострадальном городе, и этот город будет праздновать Новый год, День Святого Николая и Рождество. Кстати, за свет. Харьков попал в список регионов, где свет не будут отключать. Правительство Украины определило объекты, которым не будут выключать свет, в частности критическую инфраструктуру с мощностью более 100 кВт и населенные пункты в 20-километровой зоне вдоль границы с Российской Федерацией и Белоруссией. Графики отключений не будут применяться к критически важным объектам операторам мобильной связи до 1 июня 2025 года. Харьков также исключен из графиков отключения света. Ну а в харьковских гипермаркетах уже вовсю идет Jingle Bells. Праздничное настроение, украшения и, конечно, елочки. Цена на искусственные деревья стартует примерно от 2500 гривен, ну а дальше все зависит от ваших возможностей. Чешский город Брно дарит Харькову поддержанные трамваи. В Харьков прибудут 6 уже знакомых для города трамваев модели Татра Т6А5, которые курсируют по 6, 12, 20 и 23 маршрутам. Ну что ж, спасибо Брно за поддержку Харькова. А харьковчане не хотят покупать квартиры. За месяц спрос на квартиры в новостроях в Харьковской области упал на 37%. Большее падение наблюдается только в Запорожской области – 43%.
За год падение спроса на первичку в Харьковской области составило 44%. На вторичном рынке спрос на жилье упал несколько меньше, на 24% за месяц. Но за год падение спроса не столь значительное – 6%. Меньшее падение спроса наблюдается только в Тернопольской области. В целом спрос на вторичном рынке тоже упал за год во всех регионах. Квартиры в Харькове в 2 раза дешевле, чем, например, в Ровно и Виннице, и в 3 раза дешевле, чем в Киеве. Средняя цена 1 квадратного метра в новостроях в Харьковской области в октябре 2024 года составляла $757. Это 15 место среди всех регионов. За год цены выросли, но незначительно, на 1,2%. Лидирует Киев, где средняя цена квадрата $1330. Самые дешевые квартиры в новостроях в Николаевской области – $576 за квадратный метр. На рынке вторичного жилья ситуация примерно такая же. Средняя цена однокомнатной квартиры в Харьковской области – $25 697. За последний месяц цены снизились на 2%. Лидирует Киев – $83 706. Также примерно в 2 раза дороже, чем в Харькове, продаются квартиры в Черновцах, Ровно, Виннице, Ивано-Франковске, Львове. Средняя цена двухкомнатной квартиры в Харьковской области – $40 986. Первое место также за Киевом – $105 986. А средняя цена трехкомнатной квартиры в Харьковской области – $53 229. Снижение цены за месяц 1%. Самая высокая средняя цена также в Киеве – $151 793. В одном из предыдущих видео на канале я показывал супермаркет «Рост» в Харькове, который пострадал от прилета. Так вот, супермаркет снова заработал, пока в нем открыли только первый этаж, где продаются продукты. Когда возобновят работу другие этажи, пока неизвестно. Сейчас там продолжается ремонт. Поврежденные взрывом элементы фасада закрыли деревянными плитами. И вот в ночь на 8 ноября снова в Харькове прогремели взрывы. В 3:30 ночи Российская Федерация ударила по Салтовскому району. Прилет в жилую 12-этажку. Частично разрушен подъезд дома. Также повреждены жилые дома рядом, автомобили, а ранены 25 человек. Среди пострадавших младенець. Пролунала повітряна тривога, були всі евакуйовані в переход метрополітену, призупинено рятувальні пошукові роботи біля будинку, який, на жаль, постраждав, і зараз лунає повітряна тривога. Тому максимально евакуюємо людей в безпечне місце. Як ставитися до того, що під час рятувальних робот знову є ризик удару? Ну, як ставитися, йде війна і, на жаль, такі випадки є. І ви пам'ятаєте, що були дуже жахливі випадки, коли загинули наші рятівники під час повторного удару. Тоді були шахеди. На жаль, зараз такі обставини, що ворог наносить повторні удари і потрібно бути дуже обережними і зберегти життя людей. Стосовно самого удару, який стався по багатоповерхівці, що мені відомо про ось цю серію ударів по Харкову? Дійсно, пролунало 3
3 вибухи у місті Харкові. Вночі перший вибух стався в Сатовському районі міста Харкова. Постраждала багатоповерхова житлова будівля. Зараз триває рятувально-пошукова робота, але на теперішні хвилини було 13 людей, які отримали поранення, серед них і дитина. Крім цього, евакуйовано більш ніж 25 людей і маємо поки що тривалість рятувально-пошукових робот. Інші прильоти – це Шевченківський район міста Харкова, це адміністративна будівля, яка дуже постраждала, і наш культурний ансамбль, який ми будували ще до війни, він теж постраждав, тому будемо наводити порядок. Еще один снаряд, запущенный с авиации, упал среди жилой застройки в Шевченковском районе. Там повреждены 6 девятиэтажек, магазины, автомобили и выходы станции метро. К счастью, обошлось без пострадавших. Также одна из российских бомб ночью ударила по скверу на площади Свободы возле Сухого фонтана. Накануне, как я рассказывал в начале этого видео, там установили новогодние декорации, в том числе Санту. Снаряд упал в считанных метрах от него. Из-за этого удара снова пострадали Госпром и университет имени Каразина. Такие вот у нас новости, друзья, из города Харькова. Я благодарю всех за внимание. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч на канале.